険な時は来た。はっはっやっはっ燃えろ。Чтобы настроить удар Honkai Impact 3 на мышку, для начала необходимо определиться с версией, в которую вы будете настраивать. Это может быть версия для Android, то есть версия на эмуляторе, либо же это будет версия на ПК. Сразу скажу, что версия, настраиваемая на каком-либо эмуляторе, будет более правильной в настройке. Однако это же эмулятор, поэтому могут быть различные фризы, баги, да и он более требователен к системе. Итак, начнем с ПК-версии. Для настройки ПК-версии вам необходимо скачать две программы Key Manager и AutoHotkey. Затем для самой настройки перейдите в Honkai Impact 3, в Controls и назначьте здесь клавиши. Здесь на атаке назначьте, например, нампад 4, а на ультимейте, например, нампад 7. После чего перейдите на рабочий стол и перейдите к непосредственной настройке удара. Открываем Key Manager. Дважды кликните, чтобы добавить. Здесь левая кнопка мыши. Применять только в Honkai Impact 3. У вас этой кнопки не будет. Необходимо нажать «Добавить исключение». Добавить запущенное приложение. Honkai Impact 3 это bh3.exe. Добавляем исключение. Вот появился второй такой же. Да, конечно. Далее нажимаем нампад 4. Теперь левая кнопка мыши будет исполнять нампад 4. Затем ПКМ, нампад 7. И да, не забываем назначать только в Honkai Impact 3, чтобы ничего не мешалось. А теперь объясняю самый главный затык. К сожалению, к большому сожалению, использовать одновременно и клик мыши, то есть непосредственный клик, тыкание по менюшкам в игре, и кнопку удара на один и тот же клик мышки не получится. То есть клик мыши вы назначаете на какую-либо другую кнопку. Я назначаю на 4-ю кнопку мыши. Если у вас нет 4-й кнопки мыши, можете назначить клик мышки на колесико, или на Е-шку, или на F-ку. Главное это, чтобы удар на мышку назначался правильно. Не волнуйтесь, это небольшая уж проблема, к этому можно быстро привыкнуть, но к большому сожалению, реально по-другому настроить не получится. Если вы попытаетесь как-то по-другому построить, то работа будет некорректной, к сожалению. Что ж, настройка здесь завершена. Вы можете переходить, пытаться поиграть, но затем вы обнаружите, что у вас не скрывается курсор. Для этого как раз таки и нужен наш AutoHotkey, а именно непосредственный скрипт для AutoHotkey. Скрипт я приложу для закачки в описании к видео. Если ссылку удалят, то я приложу непосредственный сам текст этого скрипта в описании к видео или в комментарии. Далее вашей задачей будет создать этот скрипт. Для создания этого скрипта вам нужно открыть блокнот, скопировать этот текст, вставить в блокнот, нажать «Сохранить как», выбрать все файлы, .ahk. Сохраняем. Затем в свойствах вы указываете «Запускать от AutoHotkey». Все очень просто. В принципе, для запуска ярлычок AutoHotkey нам больше никогда в жизни не понадобится. Запускаем этот скрипт на нажатие двойного клика мышки. Затем переходим, что делает этот скрипт. При нажатии кнопки F2 он полностью скрывает курсор. И при этом курсор остается на месте, и он абсолютно неактивный. Это нужно использовать чисто в боях. То есть вы переходите, тыкаете по меню, вы тыкаете по менюшкам. Но когда начинается бой, то вы нажимаете F2 и атакуете на кнопку мыши. Почему я ставлю ПКМ на ульту? Потому что в игре есть такой персонаж, как Фука или Фуха, называйте как хотите, у которой ульта является вторым ударом. Но вы уже можете переназначать все эти клавиши абсолютно так, как вам удобно, используя мышку. Теперь переходим к настройке через эмулятор. Настраивать будем эмулятор Nox. Да, вы уже видите шикарное качество. У меня вроде не самый худший комп, но, блин, лагает оно, конечно, да.
Перейдем в какой-нибудь уровень, где вас никогда не убьют и никто вам не помешает в этот раз. Сразу же откроем кнопки. New. И подождем немножечко загрузки. Начнем с самого важного. С кнопки атаки выбираем огонь, ставим ее на атаку. Выбираем режим стрельбы. Он должен находиться в центре экрана. Нажимаем F2. Расставляем различные ключики или кнопки. F2, 1, ПКМ. И кажется, здесь был эльф. Здесь собираем VASD. Сюда можно на всякий случай воткнуть тильду. Все, настройка готова. При нажатии кнопки F2 вы вертите камеру и атакуете на мышку. При отжимании кнопки F2 вы переходите в режим курсора и тыкаете на разные менюшки, так скажем. Ну, есть небольшой затык с тем, что камера может не всегда поворачиваться, но я думаю, это не особо страшно, потому что, в принципе, она мало где используется. В основном игра за тебя вращает камеру, так что с этим все окей. И да, бытует мнение, что на эмуляторе Memu производительность гораздо выше, при этом можете настроить более крутую графику и FPS будет нормальный. Что ж, можете это проверить самостоятельно. На этом все. Ну и в дополнение, курсор при настройке ПК-версии и нажатии F2 он не становится полностью неактивным, он встает на месте, но вам в принципе никогда не мешает. Второй момент, Game Manager, он запускается вместе с системой, поэтому, чтобы не было затыков, нужно это знать и либо вырубать его при автозагрузке, либо его как-то перенастраивать. Можете сделать несколько здесь профилей, допустим, Ньюханка и что-нибудь еще. На этом все.